Всем привет! В канун Нового года и Рождества во всех супермаркетах в продаже появляется это. Kinder шоколадный Дед Мороз. Каждый ребенок его просто обожает. Помимо маленькой фигурки, компания Kinder выпускает среднюю и даже большую версию. Но сегодня мы увеличим шоколадного Деда Мороза до рекордных размеров, сделав его высотой в 1,5 метра. Для начала его нужно изучить. Снимаем обертку. И видим внутри очень детализированную шоколадную фигурку. Снаружи у него молочный шоколад. Давайте заглянем вовнутрь. А внутри видим слой белого шоколада. Давайте попробуем. Это просто офигенно. Мега молочный вкус, чувствуется, что шоколад у Киндера какой-то особенный. Чтобы наш шоколад тоже был особенным, я заказал эти ящики посылкой из Южной Африки. Внутри находятся какао-фрукты. Приготовление шоколада без этого фрукта просто невозможно. Давайте достанем из ящика все какао-плоды. У нас их очень много. Суммарно 38 штук. В моей стране это экзотика, поэтому с доставкой какао-фрукты обошлись очень дорого, в целых $900. Эти какао-плоды созревали целых 6 месяцев, именно из них мы сегодня и приготовим крафтовый шоколад. Берем первый фрукт. И с помощью ножа нужно прорезать оболочку по кругу. Она очень плотная. Руками разделяем половины. Внутри он выглядит еще интереснее. За толстой оболочкой скрывается внутренность какао-плода, состоящая из какао-бобов и мякоти. Именно из них мы и будем делать шоколад. Давайте достанем один сегмент. На вид это белый комочек мякоти, но не все так просто. Чтобы узнать больше, разрежем его напополам. Внутри находится семечко и называется она какао-боб. В сыром виде она имеет необычный фиолетовый цвет. А вот снаружи съедобная белая мякоть. Давайте попробуем ее. Я ожидал, что будет какой-то шоколадный вкус, но нет. Это больше похоже на тропический фрукт со сбалансированным кисло-сладким вкусом. Чтобы превратить какао-фрукты в шоколад, нужно проделать много манипуляций. Для начала достаем мякоть. И разделяем ее на сегменты. А уже их сбрасываем в кастрюлю. Каждый плод содержит около 50 какао-бобов. Продолжаем их разделять. Чтобы было быстрее, работать будем вдвоем. Один скрывает оболочку, а второй разделяет мякоть. Так дело пошло гораздо быстрее. Спустя 1,5 часа мы наполнили миску разделенными сегментами какао-фрукта с горкой. И первый этап на пути к шоколаду – это ферментация. Но для нее нужны тропические условия. Для поддержания нужной температуры отправляем кастрюлю в духовку. И выставляем 40 градусов. Второе условие – высокая влажность, поэтому устанавливаем увлажнитель воздуха в духовку. Наполняем его водой. И накрываем колпаком. Все, можно включать. Вода превращается в туман, это то, что нам нужно. Ферментация – это длительный процесс, поэтому периодически я буду подливать новую воду. Закрываем духовку и ждем целых 9 дней. Пока бобы ферментируются, мы займемся формой. Она очень сложная, рельефная и, естественно, в интернете купить нужного нам размера невозможно. Сделаем ее сами. Начнем с создания 3D модели. С помощью специального приложения нужно сфотографировать оригинальную фигурку со всех сторон. Получив огромное количество фотографий, можно создать 3D модель. Получилось довольно красиво. Конечно, она не идеальна, и ее нельзя использовать для изготовления формы. Поэтому отправляемся к компьютеру. На него я сбросил 3D модель с телефона. Доработал модель со всех сторон до идеала. И разделил на две половины, так как оригинальный Дед Мороз от Kinder склеен из двух частей. Готовую модель сбрасываем на флешку. Берем ее с собой.
Вот теперь можно садиться в машину и отправляться на первую точку, где нам помогут в изготовлении формы. Это большая столярная мастерская. Перед тем, как сделать форму, нужно изготовить матрицу. И вот сколько материала для этого понадобится. Огромные листы МДФ переносят на стол. И нарезают на нужные куски с помощью циркулярной пилы. Нам нужно очень много отрезков. Далее нужен клей ПВА. С помощью валика размазываем его по всей поверхности. Выкладываем один проклеенный кусок на второй. Продолжаем покрывать листы клеем. И ровно складывать друг на друга в пресс. Наконец-то можно его запускать. Он очень сильно сжимает между собой все слои МДФ. А еще поверхность пресса нагревается, клей становится более текучим, проклеивая все даже микротрещины. И благодаря теплу быстро высыхает. Оставляем сохнуть клей часов на 5. Нужное время прошло, и можно рожать пресс. Надежно склеенный между собой брикет можно доставать. И снова переносить на циркулярную пилу, для того, чтобы края гарантированно были ровными. По такой технологии за 2 дня были изготовлены все нужные детали. За работу и материалы мы заплатили $900. Можно переносить их в машину. И отправляться на вторую точку. Это домашняя столярная мастерская, в которой есть необходимый нам ЧПУ фрезер. Устанавливаем один из ранее склеенных брикетов на стол. И надежно фиксируем его со всех сторон. Вот теперь-то и понадобится наша флешка с 3D моделью. Оператор ЧПУ разделил нашу 3D модель на еще более мелкие сегменты, чтобы все сработало правильно, и запустил ЧПУ станок. Сначала в работу вступает черновая фреза, ее задача убрать большую часть ненужного материала. На столе очень быстро появляется много тырсы, поэтому периодически ее нужно убирать. Спустя 7 часов черновая обработка завершена. Как видите, края очень шершавые. Пришло время поменять фрезу на финальную, более точную. Она своим тонким кончиком делает поверхность практически идеальной. Но это занимает очень много времени. В общем, на обработку всех деталей по такой технологии понадобилось целых 6 дней. Уже готовые части доводятся до идеала с помощью насадки на дрель. Она прошлифует весь сложный рельеф. И финальная шлифовка мелкой наждачкой.
Самую большую деталь хорошенько промазываем толстым слоем клея ПВА. Сверху прикладываем вторую часть. И немного поелозим, чтобы распределить клей. С помощью большого количества саморезов скрепляем части матрицы между собой. А голову прижимаем струбцинами. Теперь смазываем клеем и эту часть формы. После чего прикладываем завершающий сегмент деревянного Деда Мороза. Чтоб тонкие края плотно прилегали, зафиксируем их пневмомолотком. А более массивные части фиксируем большими шурупами. Зинговочные отверстия, в которые вкручивали шурупы, смазываем клеем. И вставляем чопик. Излишки клея убираем. И остается только зашлифовать болгаркой. Теперь у нашей матрицы идеальная поверхность. Также была изготовлена матрица задней половины Деда Мороза. Просто посмотрите, насколько получилось красиво. Такой же должен будет получиться и шоколадный. Сдуваем остатки тырсы с поверхности. И матрица полностью готова. За эту работу мы заплатили $1100. Для транспортировки обязательно заматываем деревянного Деда Мороза в стретч-пленку. И можно загружать в машину. Все, наконец-то отправляемся на финальную точку, где нам уже изготовят формы под заливку шоколада. Выгружаемся. Кстати, одна такая матрица весит больше 100 килограмм. Сразу отправляем ее на стол для вакуумной термоформовки. Это единственный станок, подходящий по размеру на весь город. Первым делом в самых глубоких и рельефных местах нужно сделать сквозные отверстия тонким сверлом, так как стол вакуумный и воздух должен всасываться через эти отверстия. Итак, начинается первый этап. Матрица опускается вниз и сверху выезжает термопанель, которая с помощью инфракрасного излучения нагревает матрицу. А это нужно для того, чтобы пластик, из которого будут изготовлены формы, быстро не остыл при контакте с матрицей, и мы получили максимально детализированную форму. Все, матрица уже нагрелась. Устанавливаем лист пластика на вакуумный стол. Он фиксируется со всех сторон и разогревается с помощью той же термопанели. Спустя 3 минуты он стал мягким. Специальная тележка вдавливает матрицу в мягкий пластик, и вакуумный стол откачивает весь воздух. После чего включается система охлаждения, чтобы пластик застыл в нужном положении. Все, можно поднимать фиксатор и доставать форму из станка. Получилась просто идеальная пластиковая форма с гладкой поверхностью внутри. Но это была задняя, довольно простая часть. Убираем матрицу. Теперь сделаем более рельефную переднюю часть. Тоже устанавливаем пластик. И когда он нагрелся, формируем. Как же залипательно это выглядит. Вторая форма тоже готова.
Она получилась такой же идеальной, как и первая. Единственное, что смущает, так это лишняя рамка. Уменьшим ее с помощью электролобзика. Все, вот теперь идеальные пластиковые формы полностью готовы. За работу и пластик мы отдали $360. Можно возвращаться на студию. Просто вдумайтесь, суммарно изготовить эти формы стоило целых $2360 и заняло целых 9 дней. Возвращаемся к нашим какао-бобам. Пересыпаем их в таз. Как видите, процесс ферментации прошел успешно, оболочка снаружи приобрела шоколадный цвет. Простыми словами, мякоть снаружи сгнила, выделив тепло и кислоту, благодаря чему из какао-бобов ушла ненужная горечь и терпкость. Но при этом шоколадом все еще не пахнет, только отдаленные ноты. Следующий этап — сушка. И для него нам подойдет вот такая простейшая сушилка. Раскладываем на нее ферментированные какао-бобы. Устанавливаем следующий ярус и продолжаем. Готово. Выставляем 60 градусов. И включаем сушилку. Оставляем высыхать какао-бобы на целые сутки. Чтобы ускорить процесс, будем использовать духовку, поэтому выкладываем какао-бобы еще и на противни. И загружаем духовку до отказа. Включаем режим конвекции и тоже 60 градусов. Осталось только подождать. Спустя сутки достаем противни из духовки. В сушилке какао-бобы тоже полностью высохли. Выключаем ее. Они стали мега сухими и потеряли в объеме. А также стали очень твердыми. Просто зацените, насколько высушенный какао-боб меньше ферментированного. Что в духовке, что в сушилке результат одинаковый. Сбрасываем все сушеные какао-бобы в миску. Уже получается приличное количество. Но половина осталась еще не переработанной, поэтому закладываем еще одну партию. В итоге получилась почти полная миска сухих какао-бобов. Следующий этап — обжарка, после которой должен появиться тот самый шоколадный аромат. Отправляемся на улицу. Обжаривать будем в казане. Для этого нам нужны дрова. В печку отправляем сухое горючее и наши щепки. Можно разжигать. Ждем, пока костер хорошо разгорится. И пересыпаем все какао-бобы в казан. Их нужно постоянно перемешивать, чтобы добиться равномерной обжарки. Сейчас из них должны выйти остатки влаги. Индикатором того, что какао-бобы обжарены, служит оболочка. Если она легко снимается, значит все готово. А также появился мощный шоколадный аромат.
Пора сбрасывать какао-бобы обратно в миску. И возвращаться в студию. Следующий важнейший этап – это отделение шелухи от какао-бобов, она несъедобная. Будем использовать само ядро. Разламываем его на мелкие части. Делается это довольно просто. Но таких бобов у нас тысячи, и каждый нужно вручную отделить и раскрошить. Суммарно на это ушло целых 5 часов. Мы стерли себе все пальцы, зато получили высококачественную какао-крупку. Но это не единственное сырье для приготовления молочного шоколада. Мы купили мешок сухого молока, соевый лецитин, сахарную пудру, стручки ванили и самое дорогое какао-масло. На это мы потратили $420. Для приготовления шоколада необходим меланжер. По сути, это мельница с каменным дном, по которому будут кататься вот такие каменные жернова. Устанавливаем их внутрь и фиксируем вентилем. Начнем приготовление с какао-масла. Это натуральный жир, извлеченный из какао-бобов. Он пришел к нам в виде вот таких крупных кусков. Раздробим его на более мелкие куски. И перекладываем в миску. Для одной партии нужно 830 грамм. Какао-масло необходимо нагреть, проще всего это сделать в микроволновке. Готово! Уже жидкое какао-масло заливаем в меланжер. Теперь какао-крупка. Отмерим нужное количество. – 380 грамм. Включаем меланжер и постепенно высыпаем какао-крупку. Каменные жернова начинают ее перетирать в более мелкую фракцию. И спустя минут 20 она уже смешивается с какао-маслом. На этом этапе важно подогреть массу с помощью строительного фена. Если этого не сделать, то следующие продукты могут резко охладить какао-масло до твердого состояния. Сахарная пудра, нужен целый килограмм. Постепенно засыпаем ее в меланжер. Масса становится уже похожей на шоколад. А чтобы сделать его молочным, понадобится сухое молоко. Его тоже нужно отмерить, чтобы получить правильную пропорцию. 800 грамм. Постепенно пересыпаем в меланжер. Далее стручки ванили. Достаем их из упаковки. Можно взять и ароматизатор ванили, но мы хотим сделать мега вкусный, ароматный и натуральный домашний шоколад, поэтому используем натуральную ваниль. Она нереально вкусно пахнет. Итак, обычно для десертов каждую палочку разрезают вдоль и используют ароматные семена внутри. Но в случае шоколада меланжер все и так перетрет, поэтому нарезаем вместе с ароматной оболочкой. И половину палочки ванили отправляем в меланжер. И финальный ингредиент – соевый лецитин в качестве эмульгатора. С его помощью все ингредиенты лучше смешиваются между собой. Нужно буквально 12 грамм. Это натуральная добавка, и она безопасна. Оставляем крутиться меланжер на целых 10 часов. За это время все ингредиенты измельчатся и объединятся между собой на молекулярном уровне. По итогу мы получаем натуральный молочный шоколад. Выключаем меланжер. И переливаем шоколад в гастроемкость. Первая партия шоколада готова, теперь нужно сделать так, чтобы он не застыл, пока будут готовиться следующие. В этом нам поможет мармит. Наполняем его водой.
И устанавливаем еще 2 гастроемкости. Запитаем мармит. Включаем и запускаем паровую баню. Теперь пар будет идти снизу и постоянно подогревать наш шоколад. Следующую партию шоколада заливаем прямо в гастроемкость на паровой бане. И продолжаем изготовление молочного шоколада. На протяжении 4 дней мы готовили шоколад. Получилось 3 почти полных гастроемкости. Но сразу заливать его в форму нельзя, нужно темперировать. Для этого нагреваем шоколад до 50 градусов. Сейчас наглядно покажу, для чего нужно темперирование. Одну шоколадку мы сделаем из нетемперированного шоколада. Распределим и уберем все лишнее. А для второй плитки темперируем шоколад на гранитной доске. Итак, выливаем на нее половник молочного шоколада. С помощью шпателя размазываем его по всей плоскости. Так шоколад быстро и равномерно охладится. Спустя 20 секунд видно, что он становится более густым. Пора проверять температуру. Как только он достиг 27 градусов, быстро снимаем шоколад с гранитной доски. Теперь его нужно немного подогреть, сделаем это в микроволновке. Нужно, чтобы получилось 32 градуса. Все, охладив и нагрев шоколад до нужных значений, мы изменили структуру какао-масла. Заливаем вторую плитку уже темперированным молочным шоколадом. Даем ему застыть и достаем из формы. Итак, обычный нетемперированный шоколад. Его поверхность практически не блестит. Он очень быстро тает в руках и при разламывании даже не хрустит. В общем, полная фигня. Теперь темперированная шоколадка, она блестящая и не тает от тепла рук, а также имеет правильный хруст. В общем, темперирование необходимо. Но сложность в том, что шоколад нужно темперировать весь одновременно. Для такого объема кусок гранита должен быть просто громадным. Конечно же, мы такой заказали. Это гранитная плита длиной 3 метра. Вот такого размера для шоколада точно хватит. Без учета доставки обошлась она нам в $400. Но заказ был срочным, а в наличии был только нешлифованный гранит. Отшлифуем его сами с помощью болгарки и алмазного диска. Просто аккуратно проходимся им по поверхности. И спустя 2 часа получаем идеально гладкую поверхность. Теперь задача занести ее в студию, потому что весит она целых 200 килограмм. После пыльной шлифовки ее необходимо помыть с моющим. И на этот раз шпатели нужны гораздо крупнее. Достаем молочный шоколад из мармита и выливаем на гранит. Также поступаем и с оставшимися порциями шоколада. Теперь шпателями равномерно распределим шоколад по всей поверхности. Спустя всего минуту он начинает густеть. И достигнув нужной температуры, возвращаем его в гастроемкость.
Осталось немного разогреть в мармите. Пока шоколад нагревается, подготовим формы. После производства их тоже необходимо помыть. А чтоб шоколад хорошо отлипал, обезжирим формы с помощью спирта. Все, температура шоколада 32 градуса, можно начинать заливку. Проще всего это делать с помощью мерного стакана. Обязательно начинаем заливать с бортов, заходя на грани, так как шоколад при остывании сжимается, и нам нужно, чтобы края не загибались вовнутрь. Все, что стекло вниз, размазываем кисточкой по поверхности формы. Заливаем первый слой. И даем остыть. Готово. Продолжаем заливку, пока не закончится весь шоколад. Итак, весь молочный шоколад разлит по этим формам. Но, как мы помним, внутри оригинального Деда Мороза от Kinder слой белого шоколада. Поэтому я докупил какао-масло, стручки ванили и сахарную пудру. Еще плюс $260. Белый шоколад делается точно так же, как и молочный, только без добавления какао-крупки. То есть какао-масло, разогреть феном, сахарная пудра, сухое молоко, ваниль и соевый лецитин. Оставляем крутиться меланжер на 5 часов. Белый шоколад готов. Заливаем его в гастроемкость. Кстати, он получается гораздо жиже, чем молочный шоколад. Продолжаем изготовление. Мы сделали 2 полных гастроемкости с белым шоколадом. И разогрев его до 50 градусов, выливаем на огромную гранитную доску. После чего распределяем шпателями. Охладив белый шоколад до нужной температуры, возвращаем в гастроемкость. И немного подогреть. Все, рабочая температура достигнута. Можно наконец-то переходить к финальной заливке белого шоколада. Белый шоколад тоже застыл. И теперь наши формы стали просто мега тяжелыми. Чтобы достать из них шоколад, срезаем выступающий бортик, он уже выполнил свою функцию. Так мы проделали и со второй формой. Итак, момент X. Страхуем шоколад листом DSP. И переворачиваем форму. Достаем шоколадную фигуру.
Ага, все не так просто, шоколад никак не хочет выпадать. Попробуем исправить ситуацию с помощью холодного спрея. Из-за перепада температуры шоколад должен отлипнуть от формы. Мы выпрыскали весь баллон. Пробуем доставать. Снова не идет. Мы пошли на крайние меры и решили разрезать форму возле ног. Здесь основное ребро жесткости, из-за которого шоколад не хочет выпадать. Как только добрались до шоколада, продолжаем ножом. Пробуем доставать. Наконец-то пошло. Хоть и не без дефектов, задняя половинка Деда Мороза получилась. Зацените, как красиво блестит темперированный шоколад. В целом я доволен. Теперь переворачиваем переднюю, более текстурную половинку Деда Мороза. Точно так же срезаем ребро жесткости. И поднимаем форму. Вау, это получилось просто идеально. Каждая деталь очень хорошо отпечаталась. Наконец-то, спустя столько дней работы мы увидели первый результат, и он просто не может не радовать. Это очень красиво. Итак, две гигантских половинки Деда Мороза от Kinder готовы. И это очень похоже на оригинал. Но прежде чем мы их склеим, нужно изготовить вот эту легендарную упаковку, без которой Дед Мороз не будет таким праздничным. Для изготовления обертки снова понадобятся пластиковые формы. Накрываем их фольгой. Первый слой есть. Чтобы увеличить толщину фольги, воспользуемся двухсторонним скотчем. Расклеиваем квадратики на первый слой фольги. Отрываем защитный слой и приклеиваем второй слой фольги. А всего их должно быть 3. Итак, основа упаковки готова. Осталась косметическая часть. Для этого нужно очень много акриловых красок. Начнем с белой. Выливаем ее на фольгу и размазываем валиком. Нам нужно покрасить абсолютно всю поверхность упаковки. Теперь, как образец, используем оригинал и пытаемся перенести все детали упаковки с помощью карандаша. А сейчас нам понадобятся разноцветные краски. Больше всего здесь красного цвета, с него и начнем. Первое, что мы сделали, так это закрасили крупные одноцветные части. А затем началось самое сложное, большое количество деталей с тенями и обводками. Это заняло очень много времени. Все, что осталось сделать, так это покрыть наш рисунок лаком, чтобы упаковка стала блестящей, как в оригинале. Сейчас лак белый, но после высыхания станет прозрачным. Все, спустя 2 дня у нас получилась красивейшая упаковка. Снимаем заднюю часть. И накрываем ей шоколадную половинку Деда Мороза. Прижимаем со всех сторон, чтобы упаковка села на свое место. Перевернув нижнюю половину, на край наносим молочный шоколад. И прикладываем верхнюю половину. Все просветы заполняем шоколадом, чтобы половины хорошо склеились.
И наконец-то накрываем лицевую часть упаковкой. Фольгу между собой соединяем. Все, гигантский шоколадный Дед Мороз от Kinder почти готов. Единственное, что нужно исправить, это непрокрашенный слой фольги на стыке. Вот теперь идеально. Итак, официально мы увеличили Kinder шоколадный Дед Мороз в 1000 раз. По-моему, это очень похоже на оригинал. Это самый долгий и сложный проект, который мы когда-либо снимали. Со всеми подготовками на это видео ушло целый месяц. И финальная стоимость гигантского Kinder Деда Мороза составила $4340. Поэтому это еще и самое дорогое видео на канале. Его вес составляет 80 килограмм, а высота 1,5 метра. Я очень хочу отвезти это детям и посмотреть на их реакцию. Накроем тканью, чтобы они ничего не увидели раньше времени. И загружаемся в машину. Отправляемся к детям. По-моему, они удивлены. Давайте откроем упаковку. Похоже, Дед Мороз развалился во время дороги. Очень жаль, что дети не увидели его целым. Но, по-моему, они не сильно расстроились и принялись ломать остатки Деда Мороза на более мелкие куски. После чего принялись пробовать наш домашний шоколад. Я попробовал за кадром, и это действительно очень напоминает молочный вкус оригинального шоколада Kinder. А если вы наберете на этом видео больше 200 тысяч лайков, то можете ждать еще один не менее масштабный проект. Обязательно подписывайтесь на канал. Всех с Новым годом, всем пока!